Всем привет! Это видео продолжение целого ряда видосиков про TF2, про ее экономику и инвестиции в предметы этой игры, а именно кейсы. Сегодня поговорим о кейсах Risk Fortress, о их перспективах, что в принципе в них находится и почему они так жестко стреляют на самом-то деле в цене и дают такие иксы. Но прежде чем начать, подпишитесь на канал, поставьте лайк. Мы начинаем. Кейсы TF2, в принципе, тема очень интересная. Сегодня разберем Whisk Fortress. В них находятся краски. Это кейсы с красками. И почему же они такие привлекательные? В них также находятся эффекты, обычно по 3 эффектика: жар, изотоп и холод. И как бы в старом кейсе точно такие же. Их, в принципе, выпущено всего 2 штуки. Да? По количеству они абсолютно разные, да, как и по цене, потому что один вышел в 2018, да, а новый вышел в 2020. Разница между ними 2 года, и как бы рано или поздно 12-й Виск Fortress достигнет такой же цены, как и его, как бы, да, отец, так сказать, Виск Fortress 10. По количеству, конечно же, 10 намного меньше. Раньше не было столько ферм в TF2. И сейчас с каждым годом, вот если, да, говорить насчет того, почему лучше инвестировать в старые кейсы и начинать инвестировать сейчас, потому что чем дальше это все уходит, тем больше ферм становится в Team Fortress 2. И больше людей выбивают кейсы, их больше становится на ТПшке и на руках, в принципе, у людей. Вот. И поэтому старые кейсы смотрятся перспективнее. Вот и поэтому я и говорил в видосе про паучков, что лучше инвестировать в синего, фиолетового и красного, чем в оранжевого. Потому что оранжевый это новый кейс, и как бы с каждым годом кейсов будет все больше. Поэтому лучше заходить в эти инвестиции именно сейчас. Вот к тому же нас ждет жесткий летний буст. И к этому уже есть некоторые предпосылки. Но что ж тут находится? Здесь находится всегда в визгах в этих двух очень красивые краски, особенно вот это вот красное, и их довольно-таки много. Каждая краска со своим эффектом. Также, вот смотрите, почему это очень интересная вещь, да, как инвестиция, потому что у каждой краски есть свой износ, как на скинах в CSGO. И, естественно, вы захотите выбить не вот такую вот краску, да, а, конечно же, прямо с завода. Ну или хотя бы немного поношенную, чтобы она смотрелась хорошо, да. Вот. Это раз. Также есть эффекты, которые, как я уже говорил в видосе про паучков, видны только на Хэллоуин. Поэтому эти кейсы открываются и происходят бусты уже в августе, в конце июля на них. Вот. Что я думаю? Конечно же, Виз Quarters 10 он полетит, а вот насчет 12 какая-то мутная тема. Он у меня, конечно же, есть, я его закупал. Вас я не призываю закупаться, вот думайте сами. А, Хотите, оставайтесь в CSGO, но я говорю то, как есть. У меня есть 12, я, в принципе, в него верю. Вот. Как в кейс, потому что в нем также находятся очень крутые краски, и он является очень популярным кейсом сейчас в TF2. Ну, как бы вот такая вот маленькая аналитика, да, была. Скажу, опять-таки, то, что я говорил в прошлом видосе. Это то, что Гейб анонсировал скорый выход очень крупного обновления в этой игре. Что нас ждет, непонятно, но, возможно, это будет тем обновлением, которое даст новый виток в развитии даже такой старой игры. Скажу только одно, у нее есть перспективы и очень большие, и даже на краткосрок, да, на это лето.
У нее есть перспективы просто огромные к бусту, к еще чему-либо, да, вот к росту даже обычному, к обычному выкупанию этих кейсов. Вот. Но, а как там будет, думайте сами, закупаться вам или нет вообще любыми кейсами из этой игры, это решать только вам. Думайте сами, решайте сами, как бы иметь или не иметь, да, вот эти вещи у себя в инвентаре. Ну а с вами был Черный Бустер. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.